Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это общий характер носит и не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, у нас сегодня колода 78 дверей. Это метафорические карты, то есть образы карт. Ну, если мы будем смотреть на них и одновременно обдумывать какую-то свою ситуацию, я, по крайней мере, надеюсь, какой-то инсайт вы все равно получите. Ну, или мы с вами проведем приятное время, вот на это я точно надеюсь. Давайте узнаем. И первый вопрос, первая карта, что важно знать, что наиболее активно, может быть, проигрывается на этой неделе. Или чем придется заниматься, чему уделять внимание, может быть, сфера жизни. Чего не избежать, неожиданности будет вторая карта. Чему сейчас не время, что может помешать нам. А давайте спросим, что нам будет помогать, что за нас. Что скрыто, достанем такую карту. Может быть, мы чего-то не замечаем, не придаем значения. Или, может быть, и люди узнаем. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергетику смотрим. Энергию денег давайте посмотрим, что на этой неделе, какие перспективы, что дальше, может быть, расскажут карты. Что личная жизнь на этой неделе. И карта совет. Итак, что важно знать. Король жезлов – это у нас харизматичный лидер. Вообще это ваша энергетика, есть какая-то тема, которую вы хотите осуществить. Как будто по этой карте все средства хороши. У нас показан король, который на фоне Стоунхенджа стоит. Как будто он имеет тайные знания или знает, как вот это самое ноу-хау. Он задумал что-то свое и имеет четкий план действий. Наверное, у вас так может проигрываться. С другой стороны, это, знаете, когда мы какие-то свои планы не должны афишировать еще пока. И мы можем продумать какие-то как раз альтернативные варианты, как мы будем действовать, и, скорее всего, как не действует никто. И вы можете прийти к выводу, что сейчас, может быть, по какой-то конкретной ситуации, вот как я чувствую, нужно как будто по своим ощущениям, по своей интуиции так где-то и поступать, и в то же время контролировать все. С другой стороны, это тот человек, который имеет знания, и к вам могут обращаться мои дорогие стрельцы за советом, как лучше поступить в той или иной ситуации. Вас могут люди воспринимать как эксперт. Может быть, вы и есть в своей области эксперт. Может быть, вы кого-то будете буквально учить, передавать свое мастерство. Такое тоже может быть. У каждого свои задачи, но здесь именно ваша личность в центре внимания. Вот что могу сказать. Давайте посмотрим. Или ваш какой-то план, что вы собираетесь осуществить. Ну, как будто у нас получится сделать то, что мы надумали. Неожиданности. Двойка пентаклей. Посмотрите, у нас тут изображены как бы ныряльщики. Синхронное плавание. И вот как будто не избежать какой-то гармонии, баланса. Вот, видимо, может быть, ситуации вас будут подталкивать к тому, чтобы скорее с кем-то договориться. Или когда слаженность наших мыслей, то есть если мы говорим нашего интеллекта и наших действий, перед нами открывает новые перспективы. Какие-то новые формы для самого себя, каким образом обустроить то или иное дело. Или как мне договориться с конкретным человеком. У нас сейчас на этой неделе с 9 по 15 Марс находится в весах. А весы – это у нас дипломатия, это гармония, это как раз вот где-то эта дуальность, изображенная на карте. И поэтому в этот период будет очень хорошо договариваться с людьми. И даже если мы имеем свою собственную точку зрения, особенно по королю жезлов, будет важно проговорить что-то. Может быть, для вас, вот как мы сознанием человека, который профессионал, да, или эксперт, я сказала, мы должны кому-то что-то объяснить, растолковать буквально. Может быть, мы нас до этого неправильно не понимали, то значит, теперь нужно пояснить нашу позицию или почему нужно делать именно так. Может быть, вам придется в течение недели, может быть, своим детям, а может быть, и сотрудникам по работе объяснять вот терпеливо где-то то, что именно вот такая тактика, стратегия или вот план
действий или способ действий, ну, что угодно, как вы думаете или как вы видите, может быть, это где-то опирается на ваш опыт, и это будет важно. Терпение где-то не без этого тоже, мои дорогие стрельцы. Чему сейчас не время или что может помешать? Ну, по сути дела, у вас очень сильная позиция. Девятка пентаклей, особенно в этой колоде, нам показана девушка, посмотрите. И в колоде 78 дверей, принципиальное значение имеют двери как сами по себе, открытые или они закрытые, или ключи, которые мы должны подобрать к ним. Вот здесь девушка сама открывает двери, кому сочтет нужным. И у нас показан уютный, богатый дом, как будто наше положение достаточно прочно, надежно. И правда, на эту неделю, вот так нам говорят карты, и вы как будто сами решаете, кто будет вашим ближайшим окружением. Может быть, вы пересмотрите где-то, кто мне друг, кому я могу доверять, или кому я вообще могу открывать двери своего дома, может быть, и конкретно. Но как будто вот сейчас чему не время. По сути дела, это ваша сильная позиция. Но если мы говорим, король жезлов– это лидер, а лидер это всегда подразумевается, что ну где-то мы ведь свою теорию все равно, или может быть и практику, свою точку зрения можем вот так с напором как будто продавливать или демонстрировать, ну, где-то с элементом пафоса, то, чего мы уже достигли. Так вот этому пафосу где-то не время, не место будет. Здесь больше договариваться, какая-то дуальность или дипломатия будет нам помогать. Ну вот что помогает конкретно? Вот правда, посмотрите, помимо лидерской карты, да, нам все сказали, помимо того, что у вас прочное положение, удачная, в принципе, неделя, тут как и для каких-то дальнейших решений, для честолюбивых планов, для того, чтобы на будущее себе что-то запланировать. Как и договориться, так и в принципе карта сила, что помогает. У вас сейчас очень ресурсный период, поэтому помогаем мы себе сами, но тут нам тоже, посмотрите, если мы про двери, дверь закрыта, ключа как будто нет. Так вот, стражем двери является лев. И как мы с этим львом договоримся, ну, понятно и иносказательно, так и будет обстоять то или иное дело. И нам показана девушка, хрупкая, красивая, которая воздействует на льва мягкими энергиями. Лев не чувствует агрессии, поэтому подчиняется и двери открываются. Нет места, видимо, как напору, как какой-то агрессивной методики рассказа, например, да, или пафосу какому-то, да, когда мы так немножко, нам ведь показывают человека уже ресурсного, который что-то знает точно, наверняка, но, видимо, давить авторитетом, мои дорогие, ну, явно нам это не поможет. А вот дипломатия наш союзник. Тогда любые двери вы откроете, мои дорогие стрельцы. Что скрыто? Какое-то ожидание. Мы можем ожидать, может быть, это какая-то личная история, может быть, скорее всего, именно в этой колоде мы о чем-то можем мечтать несбыточным. Или, мои дорогие стрельцы, то, что уже было, а нам нужно оставить в прошлом. Хотя по этой карте кто-то о вас может грезить, мечтать, думать с вами создать какой-то союз, вы кому-то можете очень нравиться, но это все с позиции больше эмоций, поэтому только вам решать, если действительно какая-то личная история у вас сейчас проигрывается, или, может быть, какие-то отношения, в которых нужно тоже что-то прояснить. На этой неделе по Марсу в весах великолепно все прояснять. Все со всеми разобраться, может быть, или сложные моменты, в которых раньше были прения, проговорить и найти взаимопонимание. Или, если, мои дорогие стрельцы, это уже прошлое, тогда его следует проводить. Вам как будто отсюда только вперед. Давайте мы посмотрим. Нет ничего намеренного, скрытого, но где-то слушать интуицию хорошо будет. Дела, работа, бизнес, у нас кубки, посмотрите, врата открыты, и снова 2 кубка. Вообще это карта любви и взаимопонимания, вот нас, которые уже раз возвращают именно вот к этой дипломатии в любых формах, хоть в личной жизни, хоть необходимость, если мы рассматриваем, с кем-то договориться или сгладить острые углы. А может быть, какой-то конфликт был или близко к тому была ситуация. И, значит, мы тоже какое-то соломоново решение можем явно принять и пользу себе. Вот такими более мягкими энергиями воздействуя, не для вас ничего невозможного. Может быть, у вас
Дела, работа, бизнес проигрывается. Карта, двойка кубков. И для кого-то оформление ваших личных отношений. Или, может быть, есть еще какие-то документальные вопросы, которые не были завершены. Самое главное, нет закрытых дверей, как будто приоткрыты врата. Нам кто-то может сделать подарок. Или нам могут сделать предложение по работе. Посмотрите, все карты нам говорят о взаимодействии. И значит, в этом взаимодействии мы можем любую, наверное, сложную задачу решить, чего бы она ни касалась, хоть личной жизни, хоть вопросы документов, хоть это вопросы по работе, что-то вы будете, может быть, со своим руководителем обсуждать, и вам важно будет, к примеру, чтобы ваша именно позиция, точка зрения была поддержана, и тоже у вас это получится. И на перспективу-то как раз мы себе как будто вот этой дипломатией, гармонией открываем вот эти врата в будущее. Что по финансам? По королеве жезлов финансы будут. Для кого-то из вас проигрывается пара, личная жизнь. А для кого-то из вас, кто знает, может быть, и по работе есть человек, который о вас мечтает, может быть, как дружба какая-то, да, человек, с которым вы видитесь по другим вопросам, не именно по личным, а с позиции работы вашей или вашей какой-то занятости. И, как знать, может быть, получат ваши отношения новое развитие. Или, если они были на стадии дружбы, то здесь подарок какой-то. Или вы, может быть, будете его делать, а может быть, вам будут делать. Но захочется, вам самим захочется взаимопонимания. Правда, вот у кого-то может проиграться так или иначе какая-то личная история. Все-таки показана пара. Причем пара оба жезловые такие. Где-то и энергии, где-то и вдохновения достаточно. А главное, мы думаем в унисон и хотим где-то осуществить, ну, как будто мечты у нас похожи или совпадают, какие-то планы. Но если мы на деньги, то как раз королева жезлов, она очень удачлива в плане денег, потому что вопросы, дела, работа, бизнес, деньги лучше всего у нее получаются. Я не могу сказать, что в эту неделю вы получите какую-то сумму, но нам сказали, деньги есть, и деньги как будто будут. Поэтому в целом гармоничная ситуация по вопросам финансов. Что в личной жизни, хотя нам тут тоже сказали. А вы знаете, по девятке жезлов именно в этой колоде человек несет двери. Как будто дом его, где его ждут, любят, ожидает, да, какой-то либо ремонт, либо сами по себе двери. Как будто мы должны что-то укрепить, обезопасить, может быть, свой собственный дом, улучшить. И вот сейчас как будто дойдет, осталось пару шагов, уже до дома поставит эти двери человек, надежные такие нам тут двери изображены. И явно это как словно новый этап какой-то личной жизни. Вот у кого-то проиграется, как я собираюсь менять, может быть, жилплощадь. Или я собираюсь сделать, правда, ремонт, и какие-то вопросы, связанные с этим, вы будете обсуждать, обговаривать на текущей неделе. Может быть, для кого-то из вас это будет связано с переездом далеко. И может где-то через личную ситуацию у кого-то, даже если вы один или одна. Для кого-то это переезд может быть всей семьей, потому что может быть какая-то, к примеру, как релокация офиса, или какие-то поступят новые предложения, может быть новые предложения для кого-то по финансам. И когда я не могу от этого отказаться, и придется куда-то собраться ехать. И там на новом месте как будто обустраиваться. Или у вас уже прошли, вот может быть в недалеком прошлом, какие-то перемены с вашим жилищем связаны или с вашим переездом, и вам нужно сейчас обосноваться. Вот здесь люди как будто обосновываются, укрепляются, вьют свое гнездо практически так. Но если для людей семейных, тут как раз те вопросы, которые будут для вас наиболее важны по части жилища вашего, где вы находитесь. Для всех вообще еще эта карта нам где-то подсказывает, занимайся только теми вопросами, делами, которые у тебя либо дают тебе какое-то продвижение, или для тебя важны именно в плане как возможности. Это первое. И второе, если тебе что-то угрожает. Почему и в этой колоде карт у нас тоже двери. Это как защита. Вот как будто вот эти два основных направления, они будут важны, по крайней мере, для вас самих, для вашей личной жизни. Ну, ресурсная неделя, мои дорогие.
Совет от карт. Вот чего-то мы не должны ждать. И вот здесь по королеве кубков мы сказали с вами ожидание. Если сложно отпустить прошлое, у каждого своя ситуация, я это понимаю. Может быть, это какие-то события в прошлом, которые... События закончились, а эмоции остались. А нам говорят, с одной стороны, отпускай, не живи в этом прошлом. Нам девушка показана, которая ждала. Присела, думала, ну, сейчас пару минут, я дождусь, дверь откроется, а дверь закрыта. И за этот период девушка состарилась, а дверь заросла плющом. Мы чего-то не должны ждать, это точно. Вот так красноречиво говорит карта. Может быть, какой-то вопрос у вас на неделе, вы будете интуитивно даже, да, все-таки у нас король жезлов на фоне Стоунхенджа. То есть вопросы интуиции или, будем говорить, каких-то духовных практик. То есть из области рационального он как будто присутствует. Это может быть как подсказка вашего шестого чувства, что вот именно какой-то вопрос нужно попытаться решить на этой неделе, а не ждать. И мы ничего не дождемся. И тогда надо прислушаться к себе. И вот так вот синхронно, да, чтобы не создавая диссонанса какого-то, попробовать, может быть, обратиться к чиновникам нужным или в какую-то контору, ну, я не знаю, там, чего касается ваш вопрос. Или, если это касается личной жизни, и есть у вас тот человек, который вам очень приятен, может быть, сказать о своих чувствах, может быть, как-то проявиться или сделать первому свой шаг. Может быть, это по поиску работы, нам тоже что-то пообещали, и мы сидим, ждем. Может быть, резюме отправили в нескольких направлениях. Тогда, помните, все резюме, ну, наверное, 90%, если не больше, попадают в спам. Мы можем ничего не дождаться. Поэтому какая-то активность от нас все-таки предусмотрена. И тем более у нас очень ресурсная неделя. Может быть и много каких-то возможностей или ваших направлений, но тогда вы будете решать, кому вот эти двери открыть или куда мне, в каком направлении двигаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.